Если вы когда-либо задавались вопросом, а все ли в порядке в ваших отношениях, вам будет полезно посмотреть это видео. Возможно, вы и не догадываетесь, что ваши отношения пора спасать или вовсе завершать. Обратите внимание на следующие признаки. Ведь если вовремя заметить проблему и принять меры, отношения можно не только спасти, а еще и улучшить. Меня зовут Инна Беккер, я практикующий специалист. Давайте же начнем. Что такое здоровые отношения и кто те люди, что их создают? Здоровый человек прежде всего знает себя. Он умеет справляться со своими эмоциями, решает свои жизненные задачи самостоятельно, знает и понимает собственные границы, понимает свои потребности и умеет их закрывать вне зависимости от того, есть рядом партнер или нет. Если метафорически можно представить отношения в виде обуви, то здоровые отношения – это комфортная, безопасная, удобная обувь, в которой можно пройти очень долгий путь. И если в вашу обувь попадает песчинка, нужно остановиться и в моменте вытряхнуть ее, а не ждать, когда идти станет совершенно невозможно. А иногда обувь настолько неудобная, что ее проще заменить, чем пытаться разносить. Давайте возьмем эту метафору и пронесем ее сквозь все наши признаки, когда отношения нужно спасать или просто завершить. Первый признак – ошибка в выборе партнера. Ошибки признавать очень сложно. Жалко потерянного времени, страх осуждения. Но лучше признать ошибку и исправить ее, чем жить и мучиться, мучить другого человека в надежде на то, что как-то что-то исправится, кто-то под кого-то подстроится. И доказывать себе, что выбор был правильный – это не выход. Обычно такие отношения создаются на очень зыбком фундаменте. Чувства, эмоции, влюбленность. Человек в момент влюбленности как будто бы выпивает какой-то коктейль, да? Наша гормональная система бушует, и реальность искажается. Бабочки в животе говорят часто не о том, что вы встретили подходящего партнера, а о том, что вы готовы к какому-то яркому, мимолетному, увлекательному роману. И когда спадает гормональная пелена с глаз, можно обнаружить, что рядом не очень подходящий вам человек, если мягко сказать. Потому что когда фундамент чувств и эмоций проседает, в основе нету ничего. С партнером может быть не очень безопасно и не очень комфортно и совсем нелегко. Что же делать? В этом случае лучше признать ошибку и дать возможность и себе, и другому человеку идти дальше. Если вернуться к нашей метафоре, то этот признак можно представить, как будто бы вы с вашей любимой подругой посидели в ресторане, выпили пару коктейлей и после решили пройтись по магазинам и купить, не знаю, пару обуви. И вот представьте, что вот эти вот отношения, которые основаны на любви, это именно та пара обуви, которая куплена во время влюбленности. Наша реальность, да, затуманена, вот как будто бы немножечко в игривом состоянии. Так вот, представьте, что эту пару обуви вы купили в таком игривом настроении, состоянии, когда утром проснулись, открыли коробку и посмотрели, что в этих туфлях совершенно невозможно никуда ходить. Вот. И что вы сделаете? Вы, скорее всего, вернете эту обувь обратно в магазин. Второй признак – раздражение в паре. Если мы опять же вернемся к нашей метафоре, это та самая песчинка, которая попадает в вашу обувь. И если вы вовремя ее не убираете и продолжаете идти, то в какой-то момент идти становится невозможно. И если уж совсем забыть о том, что песчинка в вашей обуви, можно растереть ноги до такой степени, что потом вообще никакую обувь носить вы не будете какой-то период. Нужно в моменте остановиться и обязательно задать вопрос себе, что меня сейчас раздражает. Это может быть нарушение границ, это может быть неудовлетворение какой-то вашей потребности, которая раньше удовлетворялась. Это может быть слишком такое слияние с партнером, когда вам просто нужно пространство друг для друга. Дело в том, что если вы не будете в моменте понимать и проговаривать, что вам не нравится и как бы вы хотели, раздражение может со временем перерасти в чувство отвращения. Это когда представьте, что вы уже так натерли ноги, что там не одна песчинка, а там просто, не знаю, полкилограмма песка, да, вместе с камнями, с песчинками, со всем подряд, и вы просто не можете больше идти. Вам, кроме как снять обувь, ничего больше не поможет. И в этом случае эмоция отвращения, она настолько
сильная, что ее вряд ли можно вернуть. То есть вы вряд ли вернетесь в эту обувь, вы оденете ее еще. То есть должно все полностью зажить, да, и потом только можно будет вернуться обратно к ней. Обязательно напишите, какие метафоры у вас возникают, возможно, о прошлых отношениях или тех отношениях, в которых вы сейчас. Напоминаю, что все ситуации очень индивидуальны. Не всегда дело в партнере. Иногда вы сами допускаете в свою жизнь людей, с которыми невозможно построить здоровые отношения. На моем курсе «Подготовь себя к созданию здоровых отношений» вы получите навык и опыт создавать такие отношения. Научитесь выстраивать свои границы, понимать свои потребности. Вы станете заметны для людей, с которыми возможно создать длительные здоровые отношения. Ссылку я оставлю в описании. Третий признак. Ваши отношения больше напоминают детско-родительские, чем мужско-женские. Мы рассмотрим именно ту сторону, где женщина берет на себя такую роль мамы в отношениях и, соответственно, ведет себя со своим мужем, как с ребенком. Такие отношения спасти можно, если они не очень запущены. Вы, возможно, замечали такие пары, возможно, это даже ваша родительская семья, где мама такой начальник, и даже муж ее называет мама. И мужчина часто в таких парах, он как будто бы немного подавлен, безинициативен, часто присоединяются туда уже какие-то зависимости. Поэтому, если вы не хотите допускать такую модель поведения, вы должны уже сейчас понимать, что нужно делать. Первое, нужно все-таки сместить ваши ролевые модели с родитель-ребенок на взрослый-взрослый. Убрать контроль, конечно же, дать мужчине больше инициативы и побольше заниматься с вашим мужем сексом, потому что в паре родитель-ребенок, там, где женщина доминирующая, она вот такая вот мамочка, как правило, пропадают интимные отношения. Возвращаемся к нашей метафоре. На что это похоже? На мой взгляд, это похоже на то, когда обувь не по размеру. Вот именно когда женщина здесь такая в роли родителя, и у нее отношения похожи на обувь, которую она разнашивает, которая ей не по размеру. Ей мала эта обувь, да, и она вот разнашивает, пытается как-то деформировать, перестроить. Что получается? В итоге травмирована обувь, отношения травмированы, и травмирована женщина. Нужно здесь что сделать? Конечно же, лучше эту обувь заменить, либо заменить манеру, да, нашего поведения. Четвертый признак – это когда один из партнеров уже эмоционально вышел из отношений. Он принял для себя такое внутреннее решение отношения завершить. Это видно по поведению партнера. Другой партнер по какой-то причине не хочет этого замечать. Это видно потому, как будто бы партнер эмоционально отсоединился. Если раньше, возможно, были какие-то выяснения отношений, люблю, ненавижу и так далее, какие-то разборки, то в какой-то момент партнер просто перестает реагировать. Все, ему уже все равно. И в этот момент он как будто бы дает другому партнеру принять решение за него. Да, когда он-то решение принял внутри себя, дает такую инициативу проявить своему партнеру. Возможно, это перекладывание ответственности. Но иногда это неплохо, когда женщина в том положении находится, когда ее мужчина уже вышел из отношений, предлагает ей принять первое решение. Для женщины это неплохо, потому что когда вы будете проходить такую реабилитацию, да, после завершения этих отношений, вам все-таки будет легче и проще понимать, что эти отношения завершили именно вы. Да? Поэтому, если вы видите такое, лучше спросить у партнера напрямую, либо принять решение первой. Так будет легче. Если мы, опять же, рассмотрим этот пример, этот признак вместе с нашей метафорой, на что это будет похоже? На мой взгляд, это похоже на такую износившуюся пару обуви, да, которые уже ремонтировали, уже клеили, перешивали, что-то там лепили, и вот она похожа на обувь, которая держится ни на чем практически. Вот отпадет подошва. Поэтому не ждите, пока подошва отпадет, смените эту обувь. Понравилось ли вам это видео с использованием метафор? На мой взгляд, метафора лучше всего передает вот это вот ощущение от этих отношений. И наше бессознательное бесспорно обожает метафоры, любит метафоры. Мы помним еще детские сказки. Если вы сейчас находитесь в отношениях или они у вас были, какую обувь они вам напоминают? Попробуйте, поиграйте с образами вашего бессознательного. И вы очень многое о себе и ваших отношениях можете узнать. Отношения можно сохранить и улучшить, если вовремя найти и устранить то, что мешает. Достать эту песчинку в моменте.
не терпеть и не ждать. Их можно улучшить, если найти то, что сделает их крепче. Строить отношения – это навык, который улучшает качество нашей жизни. Ну, зачем же прилагать какую-то массу количества усилий, чтобы разносить неудобные, красивые, дорогие туфли, если можно купить по размеру такие же красивые и дорогие, по вашему размеру?